Oh, Mr. Pleasant, how is Mrs. Pleasant? I hope the world is treating you right, and your head's in the air, and you're feeling so proud, 'cause you're such a success, 'cause the whole wide world is on your side. Hey, hey, how are you today? People say Mr. Pleasant is good, Mr. Pleasant is kind, Mr. Pleasant's okay. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Полгода назад, летом прошлого года, я снял небольшое видео об одном американском городке Харлан, который находится приблизительно в 70 километрах от Омаха, если ехать в направлении к Чикаго. Это соседний штат Айва. Я снимал видео исключительно, чтобы показать, как выглядит американская глубинка, и практически про это видео забыл. Однако эта история имела продолжение. Буквально месяц назад я получил письмо от некого американца Алана Моррис, кажется, так его пишется фамилия, но не совсем уверен, что правильно читается. Алан работает в местной газете, в местном СМИ, локально в Харланской, и он мне написал письмо о том, что он искал в интернете информацию о своем городе Харлан, но случайно попал на мой канал, увидел мое видео, очень заинтересовался о том, что какой-то парень на русском языке рассказывает про его городок. Задал мне кучу вопросов о том, о чем я рассказываю в своем видео, кто я, что я, почему я веду свой канал. У нас получилась достаточно такая подробная, интересная переписка. И я со своей стороны задал Алану несколько вопросов и предложений. Я со своей стороны высказал заинтересованность снять несколько интервью, если он мне поможет найти людей. Я предложил снять интервью с типичным американским фермером, который живет в Айве, с тем, чтобы задать ему вопросы, как это быть фермером, как это жить на ферме, как вести хозяйство, и, в общем, все вопросы, которые связаны с фермерством. Второе, я помню, что возле Харлана находится небольшой аэродромчик, который меня поразил как раз, когда я ездил туда. И я попросил Алана найти мне кого-нибудь, кто работает на аэродроме, или в качестве персонала, или в качестве пилота, с тем, чтобы тоже задать какие-то вопросы, связанные с эксплуатацией маленьких самолетиков, ну и вообще, что это такое, быть пилотом в США. И третья моя просьба была, это найти кого-нибудь из обычных, типичных жителей средних американцев, которые живут в Харлан, чтобы тоже задать вопросы и снять интервью. У меня в голове, в принципе, есть базовый набор вопросов. Если мне удастся выйти на этих людей, и у меня получится этот проект с 3 интервью. Но я думаю, что будет интересно, если зрители моего канала в комментариях под этим видео тоже напишут вопросы, которые им было бы интересно, чтобы я озвучил этим 3 людям. Повторю еще раз, это будет фермер, это будет пилот или сотрудник небольшого аэродромчика, и это будет типичный американец или типичная американская семья из такого небольшого городка, как Харлан. То есть, какие у вас были бы вопросы, что вам интересно было услышать от этих людей. И, наконец, самое интересное, продолжение этой истории. Буквально неделю назад я получил еще один заказ съездить в этот же самый Харлан, только уже зимой, через полгода. Я поехал не один, я поехал с Сашей, это человек, который приехал со всей семьей в Омаха в конце декабря месяца. Он сейчас очень часто со мной ездит на мои заказы, потому что ему очень интересно увидеть те места, где бываю я. Он тоже такой авантюрист-путешественник. Профессиональный водитель, кстати говоря, у него в планах пойти проучиться и получить лицензию CDL. Сейчас он со мной ездит, я вам показываю то, куда я регулярно езжу, по окрестным городам и селам. Ему это очень нравится. Ну и мы с ним поехали в Харлан, и там тоже будут звучать его комментарии по поводу этого городка. Ну и самое главное, я в этот раз хотел с собой взять фотоаппаратуру и сделал ряд фотографий харланского даунтауна. А дальше увидите само видео. Желаю хорошего вам просмотра.
Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quest. Продолжаю рассказывать про американскую глубинку. У меня еще раз возник заказ в Харлан. В этом населенном пункте я был где-то полгода назад, в середине лета. Снял интервью, репортаж такой о своей поездке туда. И у этой истории было продолжение. Она получилась буквально недавно. Буквально несколько дней назад мне написал на мой e-mail человек, который живет в Харлане и работает в местной газете в Харланской. Искал он какую-то информацию о своем городе и случайно наткнулся на мое видео, которое набрало очень много показов. Его очень заинтересовало, что за человек такой снимает про Харлан, да еще и на русском языке, о чем интервью, вот что я там рассказываю, почему я так долго там езжу по городу. Вот, я ему достаточно подробно все это рассказал. Вот. История его заинтересовала. Так что я жду продолжения, может быть, пришлет мне ссылку на свое издание, или там что там у него, статья какая-то будет. Мне тоже интересно будет посмотреть, как моя история будет выглядеть в его интерпретации, хотя я ему все достаточно подробно рассказал. Ну а сейчас у меня повторный визит в этот же населенный пункт. Со мной сейчас находится Саша, который приехал в Омаху 23 декабря, так что человек новый, свежий, еще смотрит на Америку с широко раскрытыми глазами, и многие некоторые нюансы вот, для него крайне интересно, наверное. Он с большим удовольствием сейчас ездит со мной, когда я сейчас езжу на разного рода заказы. И, соответственно, мне со своей стороны интересно дать его реакцию, потому что я узнаю себя 2 года назад, когда я только в Америку приехал, вот, разглядываю все вот эти же самые населенные пункты. Так что сейчас едем в Харлан, и я опять включу камеру и посмотрим вот, на Сашину реакцию вот на это. Вот так вот выглядит дорога на подъезде к этому населенному пункту. Типичные вот такие вот фермы у меня слева и справа небольшие. Шелби Каунти. Да, Шелби Каунти у нас тут. Графство Шелби. Вот. Впереди классический фермерский пикап едет. Уже достаточно давно. Ну что, Саш, скажи, как тебе вот ощущение от деревни, которая находится в 100 километрах от крупного города, скажем так. О, впереди появился фермер на своем каком-то мега-агрегате. Сейчас мы будем... Смотрите, сколько у него треугольников навешано. Так, мы сейчас его будем форсировать, будем делать таврический маневр по обгону. О, ёпс. Вот это вообще номер, вот это я первый раз вижу. Вот. То есть вот в Америке это нормальный ход, то есть вот когда человек едет с такой штукой, он пропускает весь транспорт, потом обратно возвращается на дорогу. Вот. Обратите внимание, вот американский нормальный менталитет, как люди себя ведут на дорогах. Это нормально, это здесь норма. Это здесь норма. А вот сейчас будет интересно, смотри, с правой стороны, сейчас будет вот домик, и там куча баллонов. Угадай, что это такое? Угадал. Это вот эти баллоны, они разводятся по всем домикам частным, у которых газ. А вот смотри, это аэродром деревенский, это деревенский аэродром. Здесь, да? Да, помнишь, самолет-разведчик, вот этот вот старый, вот эти вот ангары, вот это все, это деревенский аэродром. Представляешь, вот? Да, в Википедии посмотрел я население города 5000 человек, там плюс-минус, по состоянию на 2012 год. До Харлана мы сейчас доедем, но получается типичная деревня. Скажи, слушай, а по статистике у нас в российских деревнях-то
ну или таких поселочках, это надо посмотреть какую-нибудь статистику и сравнить с Если там каким-нибудь... 5000 еще. Ну вот найти, грубо говоря, ради прикола статистическую информацию о любом населенном пункте, вот, грубо говоря, взять там, к примеру, ну не Подольск, а, к примеру, Калугу. Взять Калугу, как вот, ну, аналог Омути, город там, кстати, населением, и от Калуги найти населенный пункт, который находится в 100 километров, для прикола. И есть ли в таком населенном пункте население 5000 человек? И будет ли вот в этом населенном пункте свой аэродром и сравнить по другим показателям, честно, ради интереса. Вперед, там даже школьный автобус едет. Да, школьный автобус проехал, да, который забирает детишек и развозит в школу, куда он повез. Вот, до Харлана осталось 6 километров. Ну что, фактически въезжаем в поселочек, да? Часто тут домики такие, фермы только-только закончились. Сейчас начнутся плазы с разными таргетами. Во, табличка Харлан. Все, мы, считай, въехали в городской предел. И дальше начинается городок. Вот. Становятся такие пестральные, плазные. Да. Плаза слева. Плаза справа. Нет, слева у нас поля. Плаза у нас только справа здесь. Даже какая-то туристическая информация есть. Что-то здесь, видимо, какой-то есть. Интересно, у каждого города есть свой девиз. Вот, в Харлане я прочитал там что-то растем в традиции, что-то такое. Ну, надо почитать на обратном пути. Гостиница. Проехали. Settle Inn. Водонапорная башня. Так, и походу мы здесь будем поворачивать. Да. Что мы здесь видим? Шопка. Шопка. На перекрестке огромный комплекс фирм, которые предлагают оборудование для фермеров. Всякие разные эти штуки, дрюки предлагают. Всякие комбайны, тракторы. Можно взять в лизинг, можно взять в аренду, можно выкупить. Тут же вон заправочная, тут же Бургер Кинг. Хай-Ви вот тут, обратите внимание, был Хай-Ви, его. Все как полагается, все по-честному, без обмана. Farmers Trust and Saving Bank. Да. Плаза, еще одна заправочная. Круто. Вот такой поселочек. На 5000 человек. Католическая школа. Да. Зимой, кстати говоря, ничем не отличается от лета. Дороги убирают, асфальт чистый. Так, походу я уже приехал туда, куда я должен. Где-то я должен тут повернуть. Наверное, да, на этом светофоре я должен повернуть. И мне нужно посмотреть, что там Квик, чего-то Фармаси. О, наверное, это вот этот мой как раз адрес доставки.
Все, я приехал, как красивая здесь, какая местность. Все, сейчас мы берем чек, заносим, а дальше еще проедусь я по городу и поснимаю, что здесь интересного есть. Площадь этого небольшого поселочка 11 квадратных километров. Как я уже говорил, население 5000 человек. Так что можно сравнить. Так, нам осталось только какую-нибудь центральную улицу найти здесь. В Харлане. Да. Я вот не могу понять, мы потом сюда повернуть. Сдается мне, что да. И проехать. Потому что дальше мы, по-моему, выезжаем уже за пределы городской черты. Ну да. Смотри-ка, машина какая старая, а? Что там такое? Не посмотрел, что это за машина? Старый, Саша видел старую раритетную машину 60-х годов, да. Причем она в хорошем состоянии. Да, ну вот типичная американская деревня. Да. Домик, смотри, какой. О, замечательный какой домик. Да, прикольно. Очень хороший домик прямо. Ну что, как же такое захолустье? Ну, захолустье, как бы, жить можно. Очень, ну, даже ездит общественный транспорт впереди. Или это автобус. На школьный автобус не похоже, это общественный транспорт. Общественный транспорт, да. То есть взял, выставил человека около дома. Всё. Спокойно пошел себе домой. Там. Даже церковь с той стороны есть. Ради интереса посмотреть, что здесь делается. Вполне приличные домики, если за ними смотреть. Да, вполне приличные домики. Чистить, главное, интересно. Да, удивительно. Это не Су-Сити. Да, это не Су-Сити. Слушай, интересно, здесь есть какой-нибудь историcal дистрикт или нету? Не знаю, слушай, мы походу, ты думаешь, мы сейчас на АУТО? Меня походу потеряли. В чем потеряли? Тебя потеряли? Алло, далее. Алло. Алло, Лен. Это мы ехали с Максимом обратно и Максу еще заказ дали. Вот, мы сейчас на втором заказе, даже на третьем уже. Не, Зина не поехала. Они дома остались, только мы с Максом. О, историк бизнес-центр. Ну-ка так, зайди, смотри-ка. Что ты будешь, Лен? И кладбище городское, круто. Я не звонил, чтобы времени не тратить. Ну да, скоро.
Может, сейчас видно? Да, я думаю. В Атлантик сейчас заедем. Давай. Был указатель «Исторический бизнес-центр». Слушай, мне прям вообще очень нравится. Смотри, вертушки такие чисто классические, американские. С машиной. Да я вижу, что сзади от машины едет. Я так, честно говоря, немножко так в офиге от городка-то этого, немножко так Приятно. прикольно, да. Приятно. Ночь напоминает Мамонтовку. Почему-то. Вот у меня ощущение вот такой этот, как поселок перед Пушкино. Пушкино, знаешь, Да, по этой, по Ярославке, да. Как раз у меня дед в Мамонтовке жил, у меня там был участок. И мне что-то до боли души Мамонтовку напоминает. А, только... вот он, даунтаун. Во, мы в даунтауне Харлана, ура! Вот это вот. типичный американский даунтаун. Да, слушай, я буду медленно ехать, мне нравится, смотри-ка. Слушай, это что, памятник Шерлоку Холмсу, не могу понять. Чел какой-то одет в костюме Шерлока Холмса, посмотри-ка. Стоп, да. Я делаю стоп. О, тут как немножко ледово все. Аккурат с левой стороны. Вижу этот самый UPS-ник, да. Прикольно. Слушай, значит, тормозну-ка я, наверное, сделаю пару фотографий. Раз тут такой Харлан, хочу Харлан запечатлеть. Вот. Паркую, сейчас буду снимать на фото. Now the snow is falling and the carolers calling. Yeah, it's Christmas time again. As we wait for Santa, Silent Night for Nana. Yeah, it's Christmas time again. Yeah, it's Christmas time again. Peace on earth and joy to man. Friends are singing, silver bells are ringing. Oh, Merry Christmas time again. Look what Santa brought me, watching junior hockey. Yeah, it's Christmas time again. We sing Merry Christmas, baby. Gotta love the Springsteen. Yeah, it's Christmas time again. Yeah, it's Christmas time again. Peace on earth and joy to man. Friends singing, silver bells are ringing. Oh, Merry Christmas time again. Know the bud is with us. Мы сделали такую короткую вылазку по центру города. На улице минус 12 градусов. Ощущение, что все минус 15, видимо, здесь влажновато. Я хочу проехаться по центру, чтобы посмотрели, как Йента выглядит. Этот Харлан. Вот. Здесь можно кино снимать. Да, про Дикий Запад, про грабителей с большой дороги и вообще про Америку, про настоящую. Да? Да. Реально прикольно. У меня замерз объектив от перепада температур, но снимаем что можем. Саш, ну что, как тебе городочек-то? Очень интересно. Такой Поселочек такой, да.
Даже театр есть. Театр даже есть. Неожиданно такая получилась экскурсия у нас по Харлану. Ну, у нас сейчас лечит остановка Атлантик. Если успеем до того, как все стемнеет, мы бы даже еще и в Атлантике снимем. Если к тому времени у меня что-то останется на аккумуляторах. Что аккумуляторы в фотоаппарате скажут скоро: ой. Зачем мы проезжаем с тобой? А это пост офис был у нас? А это похоже церковь, мне кажется, какая-то. Смотри-ка. Вот. Слева? Да, очень похоже на церковь. Да, наверное. Баптистская церковь, Да. смотри. Баптистская церковь. А Ну, это Христиан, тоже церковь. тоже церковь, видишь? Здесь штуки 4-5 на Харлане, одни из церквей. А вон людей уже, кто там? А потом такой замок неплохой. Жилой ты имеешь в виду был, да? А я не знаю, там. Понятно. Ну что ж ты мне не сказал? Слушай, у меня такое ощущение, что по этой улице мы с тобой ехали в ту сторону, она односторонняя. И мы сейчас возвращаемся по этой улице. Да, вот такая вот неожиданная экскурсия у нас получилась по Харлану. Осталось только материал смонтировать и выложить. А, да, точно. Мы тут ехали. Да, мы съехали. Разница между американскими поселочками и российскими глубинки, конечно, здесь разительная. Каждый может свои выводы делать, но вот она, машина. Да. Все, мы покидаем Харлан. Оставайтесь с нами на канале. Если есть вопросы по эвакуации из России и других стран СНГ в Америку, задавайте, постараюсь ответить. Хорошего всем дня.